Всем доброй ночи, друзья мои. Человечество стало менее счастливым, а точнее несчастным. Именно по той причине, что когда-то мы отреклись от родных богов, да и от всех богов, которые были у других народов, у наших соседей. Мы отреклись от древних богов и приняли бога зла. И дали волю богу зла разгуляться. И, естественно, бог зла не мог принести доброе в этот мир. Маскируя себя добрым боженкой, он принес в этот мир огонь, меч, кровь, вражду, ненависть. Народы начали истреблять друг друга беспощадно. И люди, забыв все законы природы, стали жить неправильно, нарушая законы мироздания. Так называемые коны мироздания. Многие мудрецы пытаются определить их определенное количество, и опыт человечества и знания человечества смогли дать некое прояснение, что именно является конами мироздания. Мало кто знает, что коренное слово, то есть корень в слове «закон» – это «кон», «за коном», то есть то, что незыблемо, то, что является обязательным для всех, за вечными понятиями. Вот слово «закон» изначально называется «кон», коны мироздания. Нарушая коны мироздания, и человек, и народы, и мир становятся несчастными. Когда я начала помогать людям, когда я осознала и поняла, кто я есть, и для чего меня отправили именно в такое тяжелое время для человечества и для нашего века, я поняла, что моей задачей является помочь людям прийти к родным богам, научить их защищать себя, научить их спасать себя с помощью ритуалов, заговоров, обращений к силам. Объяснить им, как это работает, каким силам обращаться, какой бог за что отвечает, какая сфера человеческой деятельности руководствуется тем или иным божеством или силой. И время доказало, что действительно древние боги, они любят человечество и помогают. В отличие от того боженьки, который не слышит, не видит, не желает помогать. И более того, если ты раскрываешь ему сердце и показываешь ему, что тебе дорого в этой жизни, он это отбирает для того, чтобы собирать свой гавах, то есть дань болью. Сегодня я хочу подарить вам еще один ритуал. Он несложный в выполнении. И вы можете выполнить сами в трудную минуту. Вы можете научить своих близких, чтобы они в момент безысходности попросили этого Бога о помощи. Но для этого нужен ключ. Ключ любой, но желательно такой, который вам приятно держать в руке. Можно старинный ключ, можно под старину сделанный ключ, можете взять кованый ключ. Здесь не обязательно ключ от замка, то есть здесь замок не играет роли, здесь главное ключ. Если человек
находится в такой ситуации, что у него нет возможности достать ключ, а ему очень нужно, чтобы в этот момент пришло спасение, спасительная сила. Этот человек может взять маленький кусок палки и провести этот ритуал, делая определенные движения, как бы ключом открывая дверь. Вот как вам объяснить? Вот таким вот образом. Вот так повернуть, несколько раз поворачивая, читать. Если у вас не настоящий ключ в руке, а может ветка маленькая, он даже может не напоминать ключ, просто вы делаете эти движения, открывание двери правой рукой, как будто бы поворачиваете ключ. Потому что, как правило, да, есть люди, которые... То есть есть человек-левша, но в основном мы открываем дверь правой рукой и закрываем тоже. И, значит, мы открываем, как правило, по часовой стрелке. Закрываем против. Но в этом ритуале даже не это столь важно, потому что есть ритуалы, в которых против часовой стрелки мы действуем, но в любом случае получается. Здесь главное крутить ключ. Вот как вы привыкли закрыть дверь машинально. Вот так и закрываете. То есть открываете, извиняюсь. Закрыть или открыть дверь, да? Без разницы. Здесь мы открываем двери. Поворачивая в воздухе, в пространстве, вот это нечто, как ключ, вы открываете возможность в этот момент. В наше время происходит очень многое. И очень много страшного. Человек может оказаться в такой ситуации, что покинет родину. И безысходность, и не знает, куда идти, и нет помощи. Берет кусочек палки, ветки, находит ключ, покупает самый дешевый ключ. Замечательно. Этим ключом или этой веткой, которую он представляет виртуально как ключ, он поворачивает вот эту вот вообразимую замочную скважину, поворачивает там этот ключ и читает. Нужно читать 6 раз. Все время вот так поворачивая в одну сторону ключ. Читает 6 раз и сохраняет этот ключ или кусок палки, чем он читал. Если это ключ, он, конечно, намного сильнее срабатывает, потому что ключ имеет такую сакральную силу. Когда-нибудь я еще раз сниму, я об этом говорила вскользь, но я сниму ему именно тему о ключах и замках в магии. Поймете, почему настолько важно, почему работы, связанные с ключами, всегда получались очень сильно. Сохраняет этот ключ у себя, пока не получится то, что нужно. Он может и дальше пользоваться для других ритуалов, если это ключ. Если это палка, оно куда-то денется, естественно, его не будут сохранять. Но надо переждать до того момента, пока полностью случится как нужно. Вот попал человек в засаду. У него целый полк. Заранее скажите своим мужьям, сыновьям, кто у вас там находится. Запишите им. Даже если они забудут именно заговор, хотя бы своими словами обратятся, сработает, 40% сработает. Главное здесь просьба к этому Богу. Сейчас скажу, к которому. Вот он попал в засаду или находится в окружении, да, и понимает, что выхода нет. Выход только смерть. И помощи нет, и ничего нет. Человек берет и читает. Я вам рассказываю реальный случай. Вы знаете, что я выставляла. Я потом продолжу еще выставить. Кстати, если у вас есть такие голосовые о спасенной жизни, можете отправлять. У меня просто накапливается, и потом сразу вместе выставлю. И вспомнив примерно эти слова, что надо делать. Единственное, что вышел на связь человек, и я сказала:
скажите своему мужу, чтобы он нашел кусок палки, ветку, в лесу их полно. Поворачивая, примерно вот эти слова сказал. Вот он все, что вспомнил, как ему в голове отложилось, он то и сказал. И вы знаете, через очень короткое время они вышли оттуда. Они сами были удивлены, как они вышли из окружения. Они вышли ночью, и вышли все целые, невредимые, живые. И для них это была загадка. Они не могли понять, какими тропами, как их вывело, какая сила им помогла, потому что, судя по тому, как рассказывал человек, там была только одна дорога – смерть. До них бы даже не добрались, чтобы им помочь. Даже тела бы не смогли вытащить. Они вышли. Словно на этих товарищей был морок наведен. Они не видели, словно их. Они смогли прям прорвать вот это кольцо и выйти. Маленькой тропой выйти прямо из их тыла. И спастись. Этот заговор, эта работа с ключом и призыв к этому богу-ключнику, он может помочь в безысходной ситуации. Но как только ситуация решилась, все, ритуал, заговор теряет свою силу, потому что она уже не нужна. Ну, например, если денежные вы читаете постоянно, они работают все время, их нужно иногда время от времени обновлять, но они вот читаете, вы весь год, он вам помогает, вы еще начитываете, вот начитали на клиентов, приходят люди, потом еще что-нибудь. То есть в любом случае вы все время наполняете, да, энергией вот эти заговоры, и все время к вам идет это благополучие. В этом случае есть работы, которые предназначены прям вот для этой ситуации. Вот сейчас прямо в этой безысходности надо это начитать, сделать, и это решится в вашу пользу, а после заговор теряет уже актуальность, потому что все закончилось благополучно. Откупаться. Откупайтесь так, как велит вам сердце. Делайте добро, благодарите силы, как хотите. Как будет эта возможность, обязательно откупайтесь. Понимаете, есть еще один кон мироздания, равновесие. Получил – отдай. Отдаешь – получишь. Это неоспоримый закон. Когда человек получает, только получает. Мне иногда пишут люди, например, вы знаете, я там как-то к вам обращалась, у меня там было что-то такое нехорошее, это все было очень смертельно, у меня все это завершилось. 2 года назад, может, больше. Я говорю, и замечательно, и что? Вот вы мне помогли, а теперь опять начинается что-то. Я говорю, сколько времени прошло? 2 года? За 2 года что вы сделали взамен? Вот я вам помогла, вы что сделали? Ну, не знаю, я вот, на работу там ходила, жила, не знаю. Теряются люди, потому что они настолько не привыкли, что что-то нужно сделать взамен, отдать, что они не понимают. Я говорю, хорошо, вы вот за эти 2 года купили продукты, например, отнесли в какую-то бедную семью. Или узнали, что там есть ребенок, вот собирают на операцию, отдали там 1000 рублей, 5000, ладно. Или подобрали кошку с улицы, вылечили, отдали в добрые руки. Или купили корм. Я элементарно, когда захожу, например, покупать там вкусняшек нашим собакам, там есть такая корзина, это для приютов. Покупаешь, что хочешь. Я покупаю обычно большой такой мешок корма, чтобы хотя бы на некоторое время собачкам хватило. На улице иногда бывает, что стоят с собачками там для приюта. Я им беру там кушать, вкусняшки даю собаке тут же. Вот откупаюсь я тоже. Ведь мне тоже силы помогают, может быть, в каких-то ситуациях, естественно.
Вы что сделали? Закономерный вопрос. Человек теряется, не знает, что ответить. Вы взяли, вы приняли, то есть вы расписались под этим законом мироздания, кон мироздания. Да, беру, отдаю. Что-то ты отдал, твою жизнь спасли. Ну, спаси чью-то жизнь, маленькую жизнь. Вот спаси собаку, кошку, спаси ребенка. При желании столько есть возможностей. Вот рядом, например, детский дом у вас. Иди, отнеси детям сладости. Как вы думаете, почему люди в древние времена, когда спасались от какой-то там трудности, от какой-то беды, бедствия, угощали соседей, там, дарили подарки или приглашали людей, садились, вот это вот «отмоем» это слово, это же не просто так появилось. Ты жертвуешь что-то, взамен отдаешь. Рождается ребенок, там устраивают пир, отдают что-то Вселенной за это счастье. Не знает человек, что ответить. Так почему вы удивляетесь, что эта беда через некоторое время начинает возвращаться, потому что ты ничего не отдал. Они ждут, ждут, смотрят, а человек неужели просто взял и так и будет сидеть? Да, человек взял, так и будет сидеть. Потом это возвращается, человек приходит еще раз просит. Они еще раз помогут. Снова будут наблюдать. Ну что, ты что-нибудь будешь делать взамен? Что-то хорошее тебе же помогли. А человек думает, а почему я должен помогать? А что, я должен что-то делать? Вот о чем я говорю вам. Взяли, отдайте. Спаслись от тюрьмы. Я не знаю. Ну, узнали, что где-то человек сидит, а семья нуждается, да, отца посадили, виноват или нет, сейчас не будем обсуждать. Понимаете, что нуждается, дети в школу ходят. Идите, купите им, узнайте, что у них не хватает, купите, принесите, отдайте этим детям. 1500. Ведь твоя жизнь спасена. Отдайте, пусть будет облегчение этой женщине. Она же работает, и тяжело тянуть детей одной. Сможете? А потом посмотрите, эта болезнь вернется к вам? Никогда не вернется. Почему? Потому что вы подытожили, поставили точку, отдали. Вы откупились за это. То есть вы взяли и откупились за это. Воспитывайте в себе благодарность. Воспитывайте в себе благодарность. И тогда ваши бедствия уйдут навсегда. Сняли эту беду, там заговорили, попросили, сделали ритуал, беда ушла. Вот вы торгуете хорошо, вы делаете ритуалы, у вас торговля хорошо идет, все хорошо, замечательно. Очень хорошо, рада за вас. Для этого и дается эта работа. Вы закрываете свою торговую точку, выходите, а там бродячие собаки. Обязательно возле каждого торгового центра где-то есть собаки. Ну, купите вы один корм и воду, принесите, налейте, дайте этой собачке покушать и попить. Один день жизни вы ему подарили. Понимаете? Вы откупились, отдали что-то. Научитесь, люди, делать добро, сделать хорошее, отдать что-то. Ведь то, что ты наторговала на 200-300 тысяч сразу, благодаря ритуалу, и купила на 100 рублей корм, это же несопоставимо. Вы же, как бы сказать, у вас же не требуется, чтобы вы из этих 200 тысяч купили корм на все там 100 тысяч, например. Нет, 200 тысяч ты получила. 200 рублей потрать на что-то, отдай кому-то. Малый такой, не знаю. Знаете, в древности, в более цивилизованных таких продвинутых, как бы сейчас сказали, царствах существовало такое. Некая часть своего заработка люди носили специальным людям. Были в храмах специальные люди, которые считали, записывали все, кто сколько чего приносил. А потом за эти деньги в древние храмы, храмы богов, в христианские храмы ни рубля не дадут. Вы
вот сколько отовсюду беженцев, всюду войны, всюду людей гонят из своих домов. Вы где-нибудь видели, чтобы христианские храмы пошли туда, раздавали кушать, не знаю, людей привели в монастыри, поселили у себя в кельях? Вот такое видели когда-нибудь? Я не знаю такого. Простые люди делают, если помогают. Так вот, в этих древних храмах люди приносили какую-то часть своего заработка, жертвовали, а потом за эти деньги жрецы помогали семьям. Ну, талантливому ребенку давали обучение. То есть граждане помогали, чтобы талантливые люди впоследствии становились чиновниками государства. И эти дети, которые знали, что простой народ им помог, они шли туда во власть с любовью к простому народу. Понимаете? Был взаимообмен. Не просто так это делалось с таким, как бы сказать, дальновидностью на будущее. Или помогали человеку, например, крышу чинить, платили рабочим храмы, чтобы там бедные вдове пришли, починили крышу и так далее. Вот так считалось, что ты берешь, что-то отдай, что-то делай взамен. Итак, обращение, ключ Портуна. Портун. Портумнус, портунус с латинского. Это древнеримский бог ключей, дверей, замков, хранитель амбаров, хранитель скота. Позже он стал, поскольку все это запирается на замок. А позже его начали называть еще и покровителем гаваней. Слово «порт» вам о чем-то говорит? Ворота. Однако слово «порт» появилось от имени бога Портун. Просто потом начали отождествлять ворота с именем бога Портуна или Портунуса. И поэтому потерялся изначальный смысл этого слова, и осталось слово «порт» как ворота, ворота в море. И поскольку он был хранителем дверей, замков, открыватель дверей, и у него были ключи от всех дверей мироздания, судьбы, то и порт начали называть в честь него. А потом изначальный смысл потерялся, и слово «порт» осталось как ворота. Ворота в море, гавань, море. Слово «Португалия». Ворота в Галлию или гавань в Галлию. Ну вот мы знаем такую страну, Португалия. Так назвали римляне эту страну. То есть это порт Галлия, врата в Галлию, гавань в Галлию. Вот Португалия, португальцы, это галлы. Вот те самые галлы, которые там Астерикс, Обеликс и так далее, по-моему, правильно называл. Обелис, по-моему, да? Да, кажется. Так вот. Этот ритуал основан на древнеримской традиции. Римляне носили с собой ключи Портуна, благословляли в храме Портуна и носили с собой. И когда у них были трудности, они поворачивали и просили открыть врата. Однако, естественно, слова ритуалов и прочее, это все потеряно, но я как историк, как человек любознательный, который копался в этих архивах, изучал все эти древние тексты, мифологию, там, эпосы и так далее разных народов, естественно, историю такого бога, замечательного, знаменательного бога, я не могла обойти стороной, и поэтому я просто воссоздала на основе вот этого поверья, этой традиции, я воссоздала этот ритуал. Создала, но, как бы сказать, объединила ту традицию, которая была у римлян, ну, со своими знаниями, скажем так. Вы знаете, что у меня все же от природы дан острый ум, мне это вот повезло, да. И я могу сразу же понять, что можно сделать, как можно это воссоздать. Но это результат многолетних трудов и изучения, обучения. Это так просто не дается. Может, кому-то покажется, что за 5 минут я тоже могу сесть что-нибудь придумать. Можете, конечно, но это не сработает. К сожалению или к счастью, не знаю.
За все надо платить, и я за все сполна отплатила, сами знаете чем. Итак, вы за другого человека проводить не сможете. Но если в беду попал ваш близкий человек, и вы боитесь за него, вы можете попросить открыть двери для себя. Но поскольку он с вами связан, поскольку ваши интересы с этим человеком совпадают, то, естественно, открыв двери ваши, они помогут и вашему близкому человеку. То есть вы же, для вас это как бы, скажем, это общая ваша беда и проблема. Значит, она требует решения, вы решите эту проблему. Не за него, а за вас всех. То есть семейную проблему решите вы. Через вас она решится. Итак, Портун. В конце я приведу пару слов на латинском, на латине, которые я взяла вот из именно древнего текста. Это все, что осталось в этом тексте, где сказано про ключи Портуна. Эти ключи носите с собой. Как только дело получится, закончится, оно теряет силу. То есть вы можете его куда-нибудь положить. Даже если он пропадет, ничего страшного. Проблема решена. Вы можете взять потом другие ключи. Но бывают же, например, такие случаи, предположим, люди там ехали, и вот машина сломалась посреди дороги. А мы знаем, что в России очень много дорог через леса, поля и так далее. И там опасно останавливаться не только из-за того, что там дорожные есть нехорошие люди. Это у меня Гиса тут чихнула. Ты чего? Не только из-за этого, из-за грабителей и воров, которые орудуют, да, как там работнички ножа и топора. Но еще и из-за диких зверей. Это опасно. И вот как быть? Опаздывают эти службы. Или у вас машина не заводится, вы не знаете, как быть. Выходите, берете, значит, веточку, ломаете и, делая такой вообразимый такой ключ, воображаемый ключ, неправильно сказал, да, садитесь в машину, чтобы вам не мешали. Мало ли, там не нужно будет на улице стоять. Иногда и зимой это случается. Спокойно соберитесь с мыслями. Начинайте крутить в воздухе, в пространстве. И читать 6 раз этот заговор. Я вас уверяю, через некоторое время заведется машина. Через некоторое время, может, эвакуатор приедет быстрее, чем ожидалось. Если вашего мужа остановили, пока там разбираются со штрафом и прочее, и так далее. Иногда бывает, что можно с ними договориться, но это тоже не без этого. Давайте не будем ломать комедию, что все честные и добросовестные. Вот. Иногда нас и спасает то, что они не совсем честные, и мы можем легко отделаться без лишней головной боли. Мало ли, всякое бывает. Бывают люди иногда там выпили 100 грамм, сели за руль, что я, конечно, не одобряю, но иногда бывает, что недалеко ехать, скажем так, человек опытный, он поверил в себя, и тут раз и остановили. И начинает проверять, разговаривать. Вот вы в это время возьмите вот любой предмет, если у вас нет выхода другого, поворачивай как ключ, читать заговор Портуну, и вас отпустят. Отпустят, это будет, конечно, вам уроком на будущее, но то, что вас отпустят, это факт. То есть откроется дверь спасения. И тут даже не нужно говорить, что вы хотите. Дверь откроется, потому что Вселенная сама знает, что ты хочешь. И она тебе сама это даст. Итак. Портун. Открой врата судьбы предо мною. Портун, отвори тайные замки. Запретные двери открой. Бог-ключник, я возьму с твоих рук ключ от всех дверей. Ключ ключника Портуна, открывателя врат. Я этим ключом открою все двери.
получу спасение, сбудутся желания, придут нужные люди, счастливые обстоятельства. Этим ключом Бога Портуна, волей Бога Ключника, двери судьбы я открываю, спасение и помощь я получаю. Портун откроет предо мной все возможности, уберет с дороги с моей все трудности. Магнус Деус Портун, портас фати аперите. Так и будет, верю, знаю, заклято. Еще раз. Портун, открой врата судьбы предо мной. Портун, отвори тайные замки, запретные двери открой. Бог-ключник, я возьму с твоих рук ключ от всех дверей. Ключ ключника Портуна, открывателя врат. Я этим ключом открою все двери, получу спасение, сбудутся желания, придут нужные люди, счастливые обстоятельства. Этим ключом Бога Портуна, волей Бога Ключника, двери судьбы я открываю, спасение и помощь я получаю. Портун откроет передо мной все возможности, уберет с дороги моей все трудности. Магнус Деус Портун, портас фати аперите. Так и будет, верю, знаю, заклято. Когда вы будете крутить и говорить, будет такое ощущение, как будто, знаете, вас прям вот энергии так откинет назад. Словно вы возле двери стоите, вот дверь резко открывается, и оттуда как такая вот сила, энергия, мощь прям на вас идет. Это простые для выполнения работы, но все гениально и просто. Но они очень сильные. Я вообще стараюсь свои работы построить так, чтобы оно было доступно. Чтобы для того, чтобы что-то получить, не надо было ехать, не знаю, в Чили, найти какие-то редкие растения, еще что-нибудь. Нет, ну есть и такие ритуалы. Но они предпочтительнее, чтобы оставались для мастеров. Ну или для обычного человека немного так усложнить, чтобы люди не увлекались этим всем, понимая, что магия не всем дана и не для всех, что это запретное все-таки. И как бы не лезли куда не надо. Но в таких случаях, когда человеку нужна помощь вот здесь и сейчас, нужно облегчить его задачу. Итак, да, и последнее, что хочу уточнить. Ключи, на которых начитан ритуал, например, денежный ключ и другие работы, их нельзя использовать в этом ритуале. Здесь должен быть абсолютно нейтральный ключ, который в других ритуалах не участвовал. Желаю вам удачи. Я прочитала 2 раза. Вам нужно будет читать 6 раз. Поворачивая правой рукой, как бы открывая дверь. То есть все по часовой стрелке. Ну, оно и так вам. Вы по инерции так и будете делать. Если будет обратно, ничего страшного нет. Потому что вы в любом случае здесь начитываете на открытии дверей. Но постарайтесь, чтобы было как положено. И если вы переживаете или что, там, что мало ли, там нужно будет что-то провести, а вы не найдете ничего подходящего, ну, возьмите дополнительный ключ и носите с собой. Пусть будет в сумочке маленький такой ключ. Без разницы, он из связки ключей, которые для замка. Если этот замок нет, его вообще без разницы. Вы можете даже купить просто маленький такой серебряный ключик и носить с собой именно для этого ритуала. Если вдруг что, сразу же делать, провести. Ну, давайте, наверное, еще раз прочитаем на всякий, да. Как любой педагог, закрепим материал. Портун, открой врата судьбы предо мной. Портун, отвори тайные замки, запретные двери открой. Бог-ключник, я возьму с твоих рук ключ от всех дверей. Ключ ключника Портуна, открывателя врат. Я этим ключом открою все двери, получу спасение, сбудутся желания. Придут нужные люди, счастливые обстоятельства. Этим ключом Бога Портуна, волей Бога Ключника,
Двери судьбы я открываю, спасение и помощь я получаю. Портун откроет предо мной все возможности, уберет с дороги моей все трудности. Магнус Деус Портун. Портас фати аперите. Так и будет, верю, знаю, заклято. Давайте не будете выть, что здесь есть такие слова не на русском языке, а можно текст. Прекрасно услышали эти слова, можете записать с моих слов. Магнус Деус Портун. Портас фати аперите. Нетрудно, правда? Кто хочет, ищет возможность. Кто не хочет, тот ищет тысячи оправданий себе. Иногда мне очень смешно читать, когда абсолютно на чисто русском языке выложен ритуал и заговор, и человек спрашивает, а когда будет текст? Причем миллион раз было объяснено, что когда пришлось закрыть канал на время и открыть, тексты пропали. 500 раз сказано, ну без разницы. А когда текст? Я говорю, а вам сложно переписать? Ну, не знаю, а текст будет, мне так просто как бы, я даже не знаю, а как мне писать? Не знаю, как писать. В первом классе не учили, нет? Ручку вот так берешь, пальчики вверх, чтобы не коснуться там. Пишешь ровно, вот, каждую букву выводишь. Детский сад. А как писать? Вы знаете, такие люди, они, я не знаю, они еще хотят каких-то перемен в жизни, которые не готовы даже 2 слова написать. Я вам уже говорила 100 раз, что, находя старинные книги, люди, не знаю, вот из текста, из бумаги, из страниц, которые разодраны, приклеивали друг к другу, как-то приспосабливали, чтобы выяснить, что за текст, переписывали ночами напролет, чтобы это им лишь бы помогало. А здесь обленились мы, люди, обленились. И все эти войны и потрясения для того, чтобы просто человеку показать, что в любой момент его комфорт может закончиться, и он должен быть сильным. Сильным, волевым, готовым к каким-то жертвам, каким-то трудностям и прочее. Желаю всем удачи. И пусть вам поможет Портун в трудную минуту, открывает ваши двери судьбы.